Приветствую вас, дорогие друзья. Это очередной обзор рынка и актуальных новостей экономики. Начнем мы сегодня с валютной пары доллар-рубль. С технической точки зрения валютная пара доллар-рубль продолжает свое снижение. В последнее время волатильность довольно низкая по этому инструменту, и, соответственно, на фоне этой низкой волатильности мы продолжаем нисходящее движение, пока в сторону ближайшего локально значимого уровня поддержки 73.16 и глобально значимого уровня поддержки 72.74. О последнем уровне я вам говорил в последних, в общем-то, видеороликах. Уровень действительно достаточно важный. Ну а вот этот вот локально значимый уровень, это тот уровень, от которого цена отбивалась у нас несколько раз. 4 января, в период с 14 по 21 января, также отбивалась от него 15-16 февраля. Поэтому уровень тоже в целом краткосрочный, интересный, и потенциально от этих двух уровней может у нас образоваться что-то более-менее внятное. Я имею в виду как минимум сигналы по индикаторам, которые мы с вами отслеживаем. Сейчас, конечно, здесь тоже есть уже... Можно, как мне вот писал подписчик, можно разглядеть действительно здесь уже бычья конвергенция, и на 4-часовом таймфрейме по MACD они есть, и по стохастическому осциллятору они есть, и, собственно говоря, все эти сигналы они есть, однако я считаю их слабыми по причине низкой волатильности по рынку, потому что действительно сигналы имеют разную силу и, скажем так, по моему опыту, только на фоне высокой волатильности и на фоне высоких различий показаний индикаторов и свечного графика можно говорить действительно о нормальном сигнале. И обычно эти обычно эти сигналы образуются от сильных уровней. Чем сильнее уровень, тем сильнее может быть отработка сигнала от этого уровня, как то было, в общем-то, в прошлый раз. У нас от того же самого уровня 72-73 очень резкая была отработка до уровня 78 рублей за доллар. То есть пока у нас все-таки продолжается нисходящее движение по валютной паре доллар-рубль. Также хотелось бы мне поговорить сегодня и о белорусском рубле, как ни странно. Вот у нас график белорусского рубля по отношению к доллару, недельный график. В целом он сейчас также находится на своей интересной поддержке середины конца 2020 года, точнее, середины конца декабря 2020 года. И, собственно говоря, почему хотелось бы мне поговорить о белорусском рубле? Да по причине того, что действительно у Лукашенко довольно серьезные проблемы. Во-первых, хотелось бы отметить для тех, кто не знает, что против белорусских крупнейших предприятий Белнефтехим и Нафтан были введены санкции США, и после этих санкций возникли проблемы у Беларуси с продажей за рубеж нефтепродуктов. Европейские банки стали отказывать в финансировании сделок. Ну и кроме того, если вдруг европейцы ведут аналогичные санкции против Беларуси, то потенциально это может в целом, скажем так, закрыть возможность экспорта не только в долларах, но и в евро, что, в общем-то, выльется в проблемы для Беларуси и в проблемы для курса белорусского рубля, конечно же, если старший брат не поможет, как говорится. Но в любом случае проблемы должны быть, если будут развиваться по худшему сценарию вот эти вот санкционные события. Кроме того, напомню вам, что действительно довольно-таки опасно в Беларуси держать деньги, скажем так, на валютных счетах именно сейчас, потому что законодательно уже Лукашенко дал право Центральному банку ограничивать валютные сделки, валютно-обменные операции, даже запрещать их и требовать получать специальное разрешение на покупку и продажу иностранной валюты, как ни странно. То есть это какая-то дичь на самом деле, так даже не верится, честно говоря, что это возможно, но вот так вот. И кроме того, Центральный банк Беларуси может по факту просто конфисковать валюту со счетов юрлиц, точнее конвертировать ее принудительно в белорусские рубли. То есть вот такая вот ситуация. Ну и кроме того, валютные резервы белорусского ЦБ за последнее время, то есть с 2020 года, с января 2020 года по апрель 2021 года, они рухнули на 25%. И все это может действительно сподвигнуть Центральному банку вот прибегнуть к этому такому новому указу или новшеству в законодательстве и ограничить валютные операции. И счета валютные могут быть под угрозой. Еще раз, да, поэтому для белорусов вот такая вот информация. Конечно, ни к чему я тут призывать не буду, но тут уже вы сами думайте головой, что делать, если у вас есть валюта.
А, Что касается белорусского рубля, закончили. Пойдем дальше по индексу доллара. У нас сегодня восходящая динамика. Сегодня у нас произошел отскок и сформировался некий локально значимый уровень поддержки по индексу доллара. Это 89,73. От этого уровня пошел отскок на повышение. Сейчас будет тест 90 пунктов и по сути говоря, здесь от этого уровня у нас в 4-часовом выражении сформировались неплохие бычьи конвергенции по многим осцилляторам, поэтому здесь может быть отскок с попыткой пробития на повышение этого уровня. Что касается евро-доллара в целом, то здесь, в принципе, пока ничего не изменилось. Поддержка 1.2178 является актуальной. По биткоину переходим на крипторынок. По биткоину у нас также сопротивление 40,5 тысяч долларов устояло. Мы вчера и сегодня дважды ложно пробивали его. Я сейчас открою пристально, чтобы вы видели вот эти свечные тени, но пока оно устояло, это говорит нам о том, что все-таки пока у нас продолжается нисходящее движение по биткоину с общим потенциалом, пока обратно возвратится к уровню 30 тысяч долларов за один биткоин. Это именно с точки зрения техники, и было бы неплохо все это дело отработать с точки зрения недельного и месячного таймфреймов. Тут у нас достаточно много медвежьих дивергенций было накопленных, ну и, собственно, они могут отработаться, и более того, они могут утащить биткоин даже ниже 30 тысяч долларов за биткоин. Действительно, это может быть, именно с технической точки зрения, это видится вполне вероятно в среднесрочной перспективе. Что касается валютного рынка, в принципе, все. Хотелось бы также по российскому рублю отметить, потому что новость в целом касается российского рубля, так или иначе. Заявление ЦБ о том, что Россию от SWIFT отключать никто не будет. В общем-то, они заявили о том, что они поговорили, в общем-то, у них был прямой контакт со SWIFT, в общем-то, да, и они опровергли вот эту вот реализацию сценария с отключением России от этой системы. Это очень интересно, действительно, если это так, то это очень хороший знак, это очень хороший сигнал, потому что отключение России от SWIFT это действительно было бы очень серьезным ударом. Но все будет, конечно, зависеть от дальнейших различных геополитических разногласий России и стран Запада. Это очевидно, да, тут еще будет встреча Байдена с Путиным, там мы будем уже наблюдать. Будем надеяться, конечно, на разрядку, но, как говорится, посмотрим, время покажет. Это что касается в целом SWIFT и вот такой вот тоже новости. То есть немножко нас все-таки успокоили. ЦБ пока не видит рисков отключения России от системы передачи информации SWIFT. Теперь переходим мы на рынок фондовый. Общая динамика сегодня по фондовым рынкам в целом разнонаправленная. Как мы видим, китайский рынок сегодня у нас сходил на понижение. Что касается Европы, США и России, то сегодня в целом консолидированно мы видим здесь рост. Небольшой, но все же рост у нас есть в пределах 1%, растут основные мировые индексы, кроме китайского рынка. Но опять же, волатильность сегодня достаточно низкая. Давайте посмотрим мы на рынке более пристально с вами. По индексу Московской биржи, в общем-то, также мы продолжаем торговаться возле исторических хаев. Тут с точки зрения индикаторов особо ничего не поменялось на самом деле, но уровень сопротивления могу отметить прежний, это 3696 пунктов по Московской бирже, а по РТС уровень сопротивления находится вот здесь, сейчас я его отмечу, это уровень 1579 или 1579 пунктов. Что касается широкого рынка США, то здесь пока нас удерживает предгэповая зона, это уровень 4184 пункта от дальнейшего похода на попытку переха исторического максимума 4235. И действительно отскок тут произошел. Отскок произошел еще, в общем-то, от такого вот уровня, который тоже локально был сформирован здесь же. То есть до этого этот уровень его не было. Просто он сформировался вот буквально несколько торговых дней назад. По рынку США, в принципе, все. Но по немецкому DAX тоже торгуемся возле исторического максимума. Это уровень 15,5 тысяч пунктов. По Шанхай Композит, кстати говоря, вот по Шанхай Композит мы закрылись ниже уровня поддержки 3496 пунктов. Очень интересно, но глобально здесь, конечно, боковое движение очень давно уже идет, и по китайскому индексу достаточно неинтересные торги происходят у нас.
неинтересная, динамика здесь достаточно неочевидная. Это что касается фондового рынка. Теперь переходим на рынок сырья и начнем мы, конечно же, с нефти. Нефть сегодня у нас хорошенько так отскакивает. Уровень $65 за баррель по нефти марки Brent удержал, в общем-то, цену от дальнейшего нисходящего движения. И сейчас у нас идет вновь отскок на повышение. Кстати говоря, вот сейчас очень интересный будет момент, потому что здесь в целом есть локально тоже такой вот интересный уровень. Вот он, это уровень 67 долларов за баррель. Только в случае пробития этого уровня вновь будет у нас попытка теста 69.45. Это очень интересно, за этим тоже мы с вами посмотрим. Ну, в целом тут у нас достаточно неплохое было снижение, был хороший потенциал на дальнейшее снижение, а пока не совсем понятно, реализуется ли он, потому что мы знаем все про иранскую нефть. По поводу иранской нефти тоже есть опасения с учетом возможных снятий санкций и все такое, да, вы все прекрасно об этом знаете, я тоже об этом говорил, поэтому нефть в целом у нас глобально без изменений торгуется в огромном боковом движение, которое началось у нас еще с февраля 2021 года. По золоту, серебру и меди сегодня у нас все это идет на понижение. Кстати, отмечу тоже интересный момент. По нефти у нас нефть сегодня растет, несмотря на то, что индекс доллара, собственно, доллар показывает сегодня силу. Индекс доллара повлиял только на рынок драгметаллов и в целом на металлы, да, повлиял, а вот на нефть особо не повлиял, нефть сегодня подрастает. По золоту сегодня также у нас была попытка сначала роста, но потом нас залили и продолжается проторговка уровня 1876 долларов за унцию. Нулевая динамика в процентном соотношении. Вот по серебру и меди мы видим нормальный такой вот спад. В принципе, по фьючерсу на медь мы пошли ниже и пробили уровень 4.50-4.70. Это очень хорошо на самом деле. Я давно ждал коррекцию по меди, очень давно. В общем-то, она у нас сейчас идет. Среднесрочно это прекрасно, что медь корректируется. И потенциал у нас на уровень 4.3690 и на локальную линию тренда. Очень много линий тренда, и тренд у нас идет под довольно острым углом сейчас. И, по сути, желательно было бы вообще переломить даже линию тренда и сходить еще ниже. Но это мы посмотрим. Это мы будем смотреть, дадут или нет. Уже локально медь начинает у нас заходить в зону перепроданности и пытаться сформировать сигналы в лонг. Поэтому потенциально все-таки медь может оттолкнуться. Но здесь вот локальный уровень можно также отметить в целом, который может быть интересен нам, это уровень 4.4330, но потенциально на более сильный уровень может также прийти, который был озвучен ранее. Что касается серебра, то серебро также пошло сегодня на понижение, как, наверное, и должно было быть, с учетом того, что индекс доллара у нас сегодня укрепляется. Серебро у нас также идет к линии тренда, почти дошли, это примерно уровень 27 355 по этому инструменту. Это будет нижняя грань, в общем-то, общего восходящего канала по серебру. Пока направление движения идет туда, также, в общем-то, по меди, то есть по серебру, ну нет, по серебру, кстати говоря, не так, как по меди, по серебру еще пока нет таких вот интересных возможных потенциальных сигналов, которые могут быть сформированы на повышение, а по меди это уже может быть. Пока вот такая у нас общая ситуация, дорогие друзья, по рынку. В принципе, все на этом. Большое спасибо за внимание. Всем пока, удачных вам инвестиций.